Добрый день, друзья, товарищи. В эфире обзоры и тесты от Бородача. И сегодня рубрика «Вопрос-ответ», в которой мы разбираем частые вопросы от моих зрителей. И сегодняшний вопрос звучит так. Как влияет пивное пузо на мужские функции? Судя по твоим старым видео, ты раньше был жирный как кабан. Знаешь что-нибудь про это? Вот этот вопрос мы будем сегодня рассматривать. И значит, да, друзья, действительно, еще 2 года назад я выглядел немного по-другому. Можно сказать, что действительно как жирный кабан. Мой вес был 132. И, соответственно, все прелести лишнего веса мне известны, в том числе в области мужских постельных сил. Так вот, начиная с 30 лет, мои мужские силы постоянно уменьшались. И в результате уже к жене я без таблеток не подходил. Об этом много раз я уже в своих видео рассказывал. И именно в это время получается, что я изучил все те средства, о которых я рассказываю в своих сюжетах. Опыт в этом у меня большой. Я думаю, вы все примерно представляете, как образуется лишний вес. Это что такое? Сидячая работа, большое количество пива, неправильное питание и все такое. Вот это вот все у меня было много лет. Поэтому я пришел к такому, можно сказать, свинячьему состоянию. Ну, что касается мужских функций, то, как я уже говорил, естественным образом они отсутствовали. Только если с лекарствами. Вот это моя личная грустная история. Надеюсь, многих она заставит задуматься. А теперь немного теории из области физиологии человека. В этом я все-таки немного понимаю. Не буду вас прям по-научному грузить. Расскажу понятным языком и в 2 словах. Почему происходит, так скажем, снижение мужских половых функций у толстяков. И на это есть как минимум 2 причины, которых я вижу. Первая причина — это то, что у толстых мужичков, как правило, большой уровень сахара в крови, высокий уровень сахара, то есть преддиабетное состояние очень часто. А это губительно действует на наши сосуды, в том числе на сосуды Василия, не только на него, но на все сосуды в целом, но и на него тоже. И, соответственно, происходит снижение мужских функций. Но эта причина, так скажем, не главная. Основная, вторая причина — это то, что жировая ткань выделяет в кровь вещества, которые очень схожи по структуре с женскими гормонами. И вот уже эти вещества губительно действуют на выработку нашего тестостерона, основного мужского гормона. Его уровень падает, и мужчина перестает быть мужчиной, а в крайних случаях может даже приобретать женские черты. То есть у некоторых мужиков в крайнем случае ожирения вылазят женские сиськи, становится фигура по женскому типу. Ну и многие такие вещи. Короче, жирный мужчина в отношении гормонов, в гормональном отношении, это уже не мужчина, а мужчинка. Отсюда, короче, все проблемы. Ну и третье, если уже вопрос заходит про пиво, то пиво также губительно действует на выработку тестостерона. Оно также выделяет такие вещества, которые подобны женским гормонам. Так что, если уж прибухивать, то я рекомендую здесь не пиво, а, допустим, вино. Вот что по этому поводу я могу сказать. Теперь вернемся опять к моему случаю. 2 года назад мой уровень тестостерона был 12. Это довольно хреновое значение. Спустя уже 1,5 года он стал 17, и я уже это 2 раза подтверждал анализами. Это уже нормальный уровень. Так что я для этого делал? Похудел я на 40 килограмм, мой сегодняшний вес составляет 92. В принципе, я планирую худеть и дальше, если получится. Что еще? Почти 2 года я не курю, почти не прибухиваю, то есть редко очень прибухиваю. Допустим, в эти новогодние праздники я по алкоголю довольно-таки хорошо оторвался, но зато до этого 5 месяцев я не бухал. То есть вот такие вещи. Похудение, отсутствие курения и отсутствие алкоголя. Ну или почти отсутствие. И как я уже много раз говорил, что я этим добился, чего я этим добился. То есть лекарства для потенции я уже никакие 2 года не употребляю, если только протестировать для вас, для снятия сюжетов.
есть я обхожусь обычными витаминами и различными народными средствами. Из индийской народной медицины, из русской народной медицины. Так что всем, кто имеет пивное пузо, я рекомендую задуматься. Ну, надеюсь, понятно рассказал. Надеюсь, всем будет понятно. Так что, если вдруг вам понравилось, ставьте лайки. Если вдруг не понравилось, ставьте дизлайки. Только напишите, почему вам не понравилось. Пишите комментарий, что вы вообще по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. На сегодня это все. И да пребудет с нами сила Тодолофила.